Всем привет, ребята! И сегодня я буду вас учить, как научиться прыгать как кошка. Урок первый. Сначала мы будем разминать кости. Делаем 3 раза вот эти упражнения. Потом делаем такие же упражнения с ногами. Только делать мы будем велосипед. Это очевидно, потому что прежде чем научиться, нужно сначала несколько раз пересмотреть это видео, несколько раз повторить и так делать, пока вы не запомните, как это нужно делать. Тут будет все просто и все, можно сказать, будет легко. С первого раза у вас может не получиться. Я не виновата, но вы будете стараться, и у вас все равно получится когда-нибудь. Если с несколько попыток у вас не получается, это не значит, что не надо останавливаться. Нужно делать, пока у вас не получится конечный результат. Итак, урок первый. Встаем. Вам нужно это делать на диване, можно на полу, можно на кровати. У меня тут есть кровать, я вам покажу, как делать это на кровати. Сначала становимся в такую позу. Отходим очень далеко от экрана. Теперь становимся вот так вот и попробуем вот так вот передвигать ногами. Слева вправо, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Ну и вот, когда у вас это получилось, попробуем бежать. Сделаем вот так вот. Простите, что было очень много звуков, просто я не умею ремонтировать и делаю простые видео. Вы скажете, а почему тогда у тебя с гача есть такие видео, где Вару, там есть у меня реакция на Вару. Ну, я и сама, мне там, во-первых, помогали друзья. Ну, и монтаж это делала совсем не я, а мой друг Саша. Он очень хорошо в этом разбирается и делает там. Ну, и вот мы там с ним поделали. Не буду затягивать, так что погнали. Второй урок. Так всегда встаем. Кстати, то упражнение с бегом и с обычным шагом нужно повторить 3 раза, чтобы вы запомнили точно. Встаем. Теперь присаживаемся и лапки вот так выпрямляем. Делаем вот так. Вот так вот, просто вот так. Это у нас будет половина прыжка. А сейчас мы делаем вот так вот. Мы отходим. Вот так у нас получилось. И сейчас нам нужно сделать это. Я показала вам в шаге, а сейчас нужно сделать это в беге, чтобы было быстро и хорошо. Можно в беге, можно без. Какая вам разница? Выбирайте это и вот это, как вам удобно. Встаем так всегда. Отходим. И предупреждаю, на скользком полу это делать нельзя, потому что если вы особенно в носках, как я, например, вот у меня носки есть, это очень опасно. Я один раз попробовала так, я просто упала, очень сильно ударилась шеей. Ну, шею очень сильно ударила, вы меня поняли. И у вас может все что угодно случиться, перелом руки, перелом ноги. Так что давайте пробуем. Становимся в такое положение. Получилось у меня как-то так. Ну и сейчас я повторю так же, чтобы вам было понятно. Сделаю я это медленно.
Вот так вот у нас получилось. Сейчас уже третий шаг, и мы это делаем на кровати. Вот, в принципе, моя кровать. Хоть она небольшая, но это даже хорошо. Если большая, то вы можете сделать там лишний шаг, и просто у вас прыжок не получится. Я так делала на большой кровати, на диване я так делала. У меня ничего не получилось. Хоть 100 раз переделай, не получится. Получится 2, 3 там шага получится. Но будет некрасиво, знаете. Но для вас, но я не осуждаю вас, как вам нужно сделать. Как вам удобно, ребята, как вам удобно. Сейчас, если будет как они называются, потусторонние звуки, там просто телевизор, мои мама, папа смотрят телевизор, а я тут сижу, объясняю вам. Ну так начинаем. Смотрите, я отхожу на край. Сначала делаем вот так. Делаем вот так, потом вот так, потом вот так. Потом обратно. И делаем это уже быстро. Только вот так руки, как я, не нужно делать. Надо вот так. Вот так это неправильно, нужно так. Как рыбкой ныряем, вот так и делаем. А сейчас встаем и аккуратно вот так. Вот так у нас получилось. Простите за тряску. А сейчас нужно положить подушку и перепрыгнуть через нее, как я вам показывала. Сейчас я это сделаю на полу. Это у нас закончился третий шаг. В принципе, сначала мы ложим маленькую подушку, потом уже начинаем с большой. Я не рекомендую вам ложить какую-то там коробку, или там, например, может быть лаки там всякие разные, если у вас подушки нет, или стул, или вообще зонтик, как делают некоторые. Ну, зонтик ложат только специалисты, а мы пока что только учимся. Так что начинаем. Как видите, я уже положила подушку. Она у меня стоит вот так вот, большой стороной к себе. Она у меня вот такая стоит вот так. Она, в принципе, одинаковая, но мне так удобно. Встаем. Разбегаемся и прыгаем. Сейчас я вам это покажу. Вот так будет лучше. Раз, два, три. Я считаю, потому что мне так удобно. А сейчас делаем абсолютно не так. Становимся, сейчас отходим, делаем. Вот как у нас получилось. А сейчас попробуем с большой подушкой. Стоп. Сначала мы должны вот эту штуку еще три раза так прыгнуть, как я вам показала. Значит, берем сейчас большую подушку. Забыла, шаг третий. Вот моя подушка. Она большая и в кадр не помещается. Так что вы меня будете наполовину не видеть. Но я сделаю вот так. Вот так вам будет лучше. Начинаем. Так всегда разбегаемся. Вот видите, что может произойти? Простите за грохот. Ну и вот. И сейчас проворачиваем этот трюк также где-то не менее 3 раза. Всем пока. До скорых встреч.